Ну-ка, бицуху покажи. Показывай бицуху. Показывай. Свою давай показывай. Всем привет, друзья! Вы на канале Контактная рыбалка. Меня зовут Юля, и сегодня я буду рыбачить на льду с ночевкой. 2 ночи, да, получается, 3 дня. И собираюсь ловить щуку, белую рыбу и вообще что получится. Посмотрим, что выйдет. Сегодня будем рыбачить с Мишей. Миша тоже будет рыбачить на жерлице. Будем, короче, отдыхать. Всем привет! Сегодня я 5-й раз на рыбалке. Как я тут оказался? На зимней. Ребятки, вот раннее утро, уже скоро рассвет, и у Мишани первая сработочка, буквально недавно установил жерличку на плотву, да, мы здесь устанавливали с тобой. Самую большую, видишь, все смотрю. Да. Сейчас попробуем. Давай, дергай вверх. Дыщ. Ну что, есть? Тяжело тебе. Хорошо. Ну, Если тут забито нам. Ничего страшного, если что, давай чуть-чуть стравливать, не бойся. Не бойся. Ой. Нахрапом нет, а если чуть-чуть уводит, то отдаешь. Уводит, отдаешь, дай потрогать. Не уводит. Да, небольшая. она. Маленькая? Ну, нормальная. А что Сейчас, вопрос? тише. Ой, Ну вот, первая щука. заглотила. видишь, Рано-рано на утром, зацените, ребят. Смотрите. Смотрите, как хорошо заглотила. Вот. Нормально, Такая с вот краешку хорошая. схватила. О, Миша Как не вот так. поймал. Ну-ка покажи. А что показывает-то? Опа, подержи в руках. Оп. Подержи ее, возьми просто в руку. Ну, О, ну красота. говорят, утром не клюет. Красота. Ну вот, клюет. Только поставили. Ребята, уже скоро рассвет совсем. Будет. И вот такая Видишь, красота. И вся икряная, ребят. Смотрите, какая пузяка вся. О! А может Хорошо. быть, там наша плотва большая. Не, я думаю, что там просто икра. Утро. Вот сейчас перекусываем. Миша уже поймал одну щуку. Я тоже скоро пойду выставлю. живца. Ну, скоро пойду выставлю жерлички. Вот, посмотрим, может тоже что-нибудь на рассвете клюнет. Вот. Закормила тоже здесь только центральную лунку. Закормила с кормом. Пшеной каши. Никогда не добавляла пшеную кашу вареную в прикормку, но в этот раз приняла решение добавить. И мотыля туда набросала. Первая утренняя рыба. И это, ребят, подлещик. Не поверите. Ух ты! Охренеть, ребят. Поздравляю. Приколите. Сопливый. Круто. Я не ожидала, ребятки. Вот такой красавчик. И самое интересное, поедина зацени. Видишь? Угу. Почти 9 часов утра, и наконец-то первая поклевка на поплавок. Я закормила не сильно, но у меня клюнул подлещик. Ребята, очередная рыба, и, наверное, это снова подлещик. Я так думаю, что это подлещик. Да, ребят, хорошенький. Опачки. Ух ты. Опа. Опа, хороший.
Такой вот подлещичек. Ну, слушайте, ну я рада. Самое интересное, ты понимаешь, Мишань, в прошлый раз я приехала ловить подлещика. И пришлось ловить щуку. В этот раз я приехала за щукой с судуком, и что, мне теперь ловить подлещика? Так получается? Но я буду ловить. Ну ничего страшного. Ребята, я так еще ни разу не делала. Знаете, что я сделала? Я закормила пшеном. Надеваю сейчас 2-3 мотылика. О, уходит туда, видите как? Ага. Маленький очень крючок. Ой, красавец какой, ребятки. Офигеть, ребята, хороший, вообще огненный подлещик, просто нереальный. Опа. Опа. Охренеть, ребят. Посмотрите, какой красавец. Такое же можно с багориком доставать. Да, потому что крючок маленький. Ну, сейчас посмотрим. Ну, нет. Ну, вот Мишаня поймал щуку, а я поймала вот такого уже третьего подлещика. Теперь мне осталось поймать щуку-монстра. А пока я пойду, тебе надо поймать подлещика. Но чтобы все было наравне. Я думаю, что, скорее всего, в данном случае играет роль то, что я не сделала сильный закорм. Я не перекормила рыбу. Потому что в прошлый раз я сделала очень обильный закорм. И я, скорее всего, ее просто Короче, в прошлый раз, ребят, чтобы вы понимали, я вокруг своей палатки сделала еще в придачу 4 лунки. И закормила 4 лунки. Я думала, что это привлечет больше рыбы. И просто сбила, видите, ребят, живца. Сейчас попробуем поставить какого-нибудь живчика покрупнее. Ребят, пока Мишаня жарит, так завтрак, так можно сказать, второй. Вот. У меня тут поклевывает плотвичка. Отошел подлещик, но ничего. Плотва, ребят, тоже хорошо. Конечно, есть. Судак. Судачок. Судачок. Ребятки, судачок. Видали? Ага, новый крючок. Что, дружище, тебе тяжелее тогда с новым крючком? Вот такая красавица. Красота. Красота. Ребят, рыбка на мормышку. На мормышевую плотвичку. Вот такую вот. Ага. И сильно черненькую. С желтой бусинкой. Подсадка мотыля. Красотень. Получается, беру. И раз. И два. Сейчас. Да. Еще кормушечка в центре. Прошло, наверное, часа полтора после последней кормушки, которую я туда дала. Сейчас попробуем. Слушайте, ребята, у Мишани сработочка возле камыша. Мне, конечно, кажется, что она туда затянула. Но мы бежим в надежде на то, что там что-то будет, Мишаня. Как ты думаешь, что будет? Будет или нет? Сейчас позырим. Мне кажется, мы долго с тобой собирали багор, поэтому ни хрена не будет. Либо холостая. Ну-ка. Посмотрим. Давай. Можем подключать. Давай.
там с жильцом? Давай посмотрим. Ничего, наверное, просто подбил его. Ну, все равно. Это А может тоже быть судак, это- может окунь быть. А может это и было с ним так? Но, не-не-не, навряд. 2, 3. Опускаю. На улице очень красиво пошел снег. Мишаня там переустанавливает сейчас свою жерлицу. Вот приняли поехать решение вместе. Почему? Потому что вместе больше шансов ловить эту акваторию. Мне было интересно, что у нас из этого получится. Ну вот, и пока, видите, у нас все хорошо, неплохо получается. Это прекрасно. День начинается прекрасно. Есть. Нет, это подлещик. Он там есть, ребятки. Ходит, бродит. Сейчас. Опа. 3. Раз, и пошло. Стоп. Короче, ребят, у Мишани снова сработка. Мы вооружаемся вот этой штукой, да, Миша? И будем... И просто... Я думаю, она нам не пригодится. А я надеюсь, что пригодится. Что рыба будет такая. Что рыба будет такая. Ой, ребят, чаще под ногами. Нет. Даже пес бежит. Скорее всего, опять просто сбила. Сейчас посмотрим. О, трохи скрутила, ребят, эту. Ну что, Мишаня? Мишаня, если подсекаю, держу за кормушку, чтобы не слетала леска. Понимаешь? Ты просто держал, ты берешься за кормушку, подсекаешь. Вот прям вот так, да. Оп, понимаешь? Ну и что? Пофиг, давай. Вообще? Девочка была какая-то, рыбка там есть. Хочу, ребятки, немножко докормить, чтобы повысить ее активность. Открою одну кормушку. У меня готовая абсолютно смесь. Сейчас покажу вам свой корм. Опа. Вот такие вот у меня здесь дела. Здесь у меня есть, как видите, пшеная каша. Ни разу так не делала зимой, потому что думала, что зимой кормят только мотылем. У меня получается вот есть вот такая вот штука. Каша, перемешанная с панировочными сухарями. Получается, здесь корм черный смешан с кашей и лимоном. Вот так вот. И я сюда в кормушку набираю это все дело вот так. 2, 3. Такую вот полную кормушку. Сейчас отправлю туда вниз. Аккуратненько вот в луночку. И это, ребятки, скорее всего, идет подлещик, наверное. А может, плотва. Плотва. Бляха-муха. Вот вам и плотва пришла. Все-таки она здесь есть. Это на живца. В целях безопасности у меня с собой костюм-поплавок от компании Fintrail. Вы видите, что я в нем часто езжу на рыбалку. Почему? Потому что сейчас непонятно какой лед. Я рассчитываю на то, что он мне в случае какой-то экстренной ситуации поможет. Сейчас же в палатке, в
днем в том костюме сидеть, конечно же, некомфортно, потому что он довольно-таки громоздкий, тяжелый и жаркий. Я сижу абсолютно в другом костюме, тоже финтрейл, который состоит из куртки и комбинезона. Очень легкие штаны, очень легкая куртка, но они выдерживают температуры до минус 15 градусов. Это, несомненно, большой плюс. Кроме того, здесь мембрана идет с очень хорошей ветровой защитой и влагозащитой, что очень важно на зимней, осенней и весенней рыбалке. Так вот, сейчас я... 2 секунды, ребят. Могу вам сказать, что я сижу в этих штанах, мне не холодно, не жарко. У меня вот приоткрыто окошко, я себя офигенно комфортно чувствую, мне это нравится. Мне это очень нравится. Вот. Легенький, удобненький. Есть вот тут вот у меня получается сам костюм застегивается на молнию и на липучке. Несколько карманов, один, второй, дополнительный вот здесь, что очень важно для рыболова. Все. Внизу затягивается, внизу вот здесь вот все регулируется. Оп, оп, замочки. Плотва, скорее всего. А вторую также поклевка пошла сразу. Просто не могу, ребят, сразу вытягивать одновременно. Но на вторую также поклевка. Вот здесь, ребят, может рыбка какая-то будет немножко поболее. Но все равно, мне кажется, плотва. Давай посмотрим. Да, только покрупнее плотвичка. Вот такая плотвичка. Такую плотвичку на живца не поставишь, ёпсель-матрёпсель. Я набираю воду для того, чтобы мы сейчас на нашей печке Туда 3 баночки. подогрели, да. Оп, давай. Раз, два, не пускай руки. Раз, два, можно видеть еще. Сейчас посмотрим, может накроется. Все, ребят, будет картошечка. Отлично. Там, где были сработки, их сейчас нет. Поэтому я считаю, что можно просто вот разбудить живца, пошевелить его, проверить, как он там себя чувствует. Если живец живой, он начнет туда, если с ним все хорошо и там все нормально, он начнет туда забирать. Видите, здесь не забирать, здесь надо доставать и проверять. Ребят, сегодня ночью обещают сильный мороз, сильнее, чем предыдущую ночь, поэтому у нас в палатке будет стоять 2 печки. Я надеюсь, что лед выдержит, его хватит. Сейчас вот сбоку поставили здесь теплообменник на газу, а вот здесь вот хочу поставить дровяную печь. Только в данном случае на рыбалке я буду топить ее не дровами, а вот такими вот брикетами, которые называют пылью. Господи, я уже думала, не залезет, честно говоря. Но они залезли. Мишаня пробует балансирить. Я пробую ловить. На поплавок. Переставила жерлицы какие-то частично. Частично некоторые оставила на своих местах. Ребят, походу
подлещик. Сейчас посмотрим. Может, плотва, но сначала так поддавливала, как будто бы подлещала. Да, подлещик. Не крупный, ребята, но это подлещик, сопротивляется. И да, он... Вот такой красавец у нас. Вот такой. Ребятки, еще чуть-чуть рыбки. Вот сейчас плотвичка опять поклевала. И снова немножко подловили. Настоящая еда. Рыбацкая кухня. Все рыбаки обзавидуются нам. Что мы тут такое будем кушать? Мяско вкусное. Вкуснейшее мясо. Красота. Перевернем, и можно это уже убирать. Так. Опа. Одной закладки с 3 брикетами хватило на 3 часа. Нормально. Нормально, и не нужно беспокоиться, париться, и все время все горит, и все время греет. И ничего не перестает работать. В отличие от того, когда распаливаешь печь на дровах. Когда на дровах очень тяжело постоянно поддерживать горение, она то горит, то не горит, непонятно. Ребятки, сейчас уже почти 4 часа вечера, а точнее не вечера, а дня, стемнеет где-то через 2 часа, поэтому я так предполагаю, возможно, я на это надеюсь, скоро должен начаться вечерний выход рыбки. Какая-нибудь рыбка подойдет. Пускай это будет плотва, но просто хочется, чтобы хоть что-то поклевало. Сейчас мы перекусываем, у нас ужин простой, картошечка моя любимая, мяско и овощи, естественно. Вот. Надеюсь, что начнутся сработочки какие-нибудь на жерлице, хотя бы пару штучек будет. Вот. И мы поддержим, да, рыбу в руках. Мы с Мишаней, получается, приехали ночью, установили палатку, потом к утру ближе поставили жерлица. Тебе влетела сразу щука, потом мне влетел судак, потом мы стали ловить на поплавок, потом у нас пошли поклевки. И потом сейчас поклевок не было. Не было поклевок, поэтому мы пошли вкусно кушать, и теперь мы пошли офигительно париться в баню прямо на льду. Ребят, это офигенно. Вот так вот вытираешь окошко, там лед, твоя палатка, луна, другие палатки, а ты сидишь и паришься в бане. Ого. Класс, да? Запах офигенный. Так, надо пресс, да? Ну-ка покажи пресс мой и покажи Мише. Втягиваем пресс. В смысле? Зачем Пресс это делать? втянули, ну-ка пресс. Пресс. Все скажут, как это мне написали, что у меня фигура как у мужика.
Я накачалась, как мужик. Господи. Ну-ка, бицуху покажи. Показывай бицуху. Показывай. Свою давай показывай. Да Показывай. Да Покажи давай, не бицуху. Ну, ёпсель матрёпсель. Давай заново. Ну давай. Ёпсель матрёпсель. Хорошо. Так, я спрячусь ответ. Ну как? Крепко, да, стоит? Да? Конечно. Главное уверен. Ну что, ребятки? Ну что, мы победители по жизни? Да, замерз? Ощущение от бани. Ой, если мы говорим просто про баню, то, конечно, круто. Про эту на баню. рыбалке. Про эту баню. Да. Конечно, про эту баню. Круто на рыбалке сходить в свою собственную баню. Ну или в Юлину баню. Ну вот. Вот. И единственное, что это, конечно, экстрим полный. Ну, никто не узнает. О, у меня хоть кашель начал прокашливаться в бане. Ну, нормально. Одни ноги. Так? О, хорошо. Виталик, тебе только веточки осталось. Ничего страшного, это веник неправильно запарили. Это я. Буквально, может, минут 20 прошло после заката, после того, как село солнце, и сразу произошла очередная поклевка на жерлицу, которую я очень долго ждала, и у меня клюнул офигенный, обалденный судак. Самое интересное, что это рыба, которая абсолютно практически не сопротивлялась, она просто очень сильно давит, когда ты ее тянешь, и начинает сопротивляться только в конце, в самом, когда ты ее подтягиваешь к лунке. Я бы даже увидела, как он выплюнул живца. А вот. И вот так вот рыбка оказалась. Очередная, наверное. Шесть часов утра. У нас тут кофе-питие и... Слушай, ну как будто плотва, а не подлещик. Подлещик. Боже, подлещик. Хороший мой мальчик. Опа. Ну что, доброе утро, ребятки. У нас утро началось, у меня лично утро началось в 4:30 утра. Я там помылась, почистила зубы, потом что я сделала? Начала менять поводки, поменяла поводки на обеих удочках, поставила больше крючки. Миша спал, оператор тоже спал. И вот где-то в 6 часов утра вообще шевеленок было очень много. Всю ночь я видела в диппер, что рыба ходила. Всю ночь рыба ходила. Но рыба ходила в метре от дна.
Что-то иногда спускалось на дно, там пылило и так далее и тому подобное. Один раз только ночью я опустила кормушку и открыла ее, чтобы закормить. Может быть, сейчас тоже это сделаю через каких минут 20. Вот. И вот уже вторая поклевка. Одна была первая поклевка на коромысло. И вторая поклевка была сейчас на поплавок и подлещик. Один реализованный. Есть, ребят. Подлещичек. Внутренний подлещик хорошенький. Опа, хороший. О, такой. Огонь. Пупсик. О, огонь. Перетасовка жерлиц. Пойду вместо плотвы конской поставлю маленького карасика, которого буду помогать. Посмотрим. Опять туда же завела и все. Вот я переставила, была очередная сработочка, но сразу затянула в кусты. И все, у меня карася нет. На карася, ребят, сработал, прикиньте. Раз, два, три. И вот сейчас вот ставлю. Блин, затупилась на жуле до бура. Я к лошара кидачу. Еле идет, ребята, еле-еле. Ну, ничего страшного. Ребят, сработка. Сработочка. На карасика. Ничего не крутит. Крутит потихонечку. Подожду немножечко. Давайте подождем. А вдруг доберем. Ну, видите, 2 секунды и рыба утянула. Сейчас жерлицы вдоль камышовой линии поставила на карасика, потому что плотва вся погибла. Ветер холодный, погода такая прохладная, дует беспощадно, но, блин, нормально. Лучше, чем когда слякоть и дождь моросит, и хорошо, что наконец-таки пришли морозы. Ребятки, у меня сработка, но стопудово затянула в камышах. Стопудово.
and... Ребятки, у меня очередная сработка на плотву, если я не ошибаюсь. И нифига не крутит. Только что произошло. Я побурила там волночки. Вот она стоит вот здесь под камышом. Хороший удар. Хороший удар был. Здесь холодно, видали? Прям последний. Ну и, конечно, ребят, делюсь с вами результатом нашей совместной рыбалки. Вот такого судака, монстра я поймала. Я таких еще в жизни не видела. Мишаня заловил в первый день вот такую вот щуку. Больше щуки мы не увидели, она нас обманывала все время. Подлещики, плотва, подлещики. И был еще вот такой судачок. Короче, ребята, я походу это теперь по судакам. Вот такая вот зимняя рыбалка на озере Свирь получилась. Я упиралась до конца, Мишаня немного сдался. Но у меня было много поклевок, однако щуку никакую я не реализовала, ни окуня, никого. Вот такие вот дела. Друзья, это настоящий отдых. Кому нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Да? Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик. Колокольчики. Всем пока! Не тихо.